Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши добрые слова, за лайки, за подписки. Спасибо вам. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе и от результатов этого расклада, мои хорошие, нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Не ждите чудес, чудите сами. Нужно холить, лелеять, баловать себя. Вы у себя одни, мои хорошие. Вы и только вы творец своего счастья. Тема сегодняшнего расклада. Кто и что творит за твоей спиной? Для начала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете себя, да? То есть смысл смотреть до конца один вариант. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Посланник высших сил. Добрая, нежная, заботливая. Склонны к каким-то созависимым отношениям, где можете, влюбляясь, да, растворяться в мужчине. Видите, при этом выбор очень часто, к сожалению, может падать на какого-то мужчину, который сам по себе проблемный. Видите, тут такой архетип мужчинки, ну, знаете, плохие мальчики а-ля, да. У него и самого, от него же самого жизнь проблемная. Может быть в зависимостях, может иметь характер какой-то взрывной, такой агрессивный. В принципе, по жизни создавать проблемы. Но если женщина рядом с ним появляется, то часть этих проблем, которые с мужчиной связаны, обрушиваются на нее. То есть прямо с первых же карт, как будто бы хотят высшие силы вам сказать, выбор партнера. Почему-то вас притягивают такие мужчины, хотя вы даже можете понимать, почему, зачем. Понимать, что такой типаж ничего хорошего не сулит, да, вам. Но все равно выбираете по факту. Влюбляетесь. Мало того, что выбираете, тут еще какая-то, может, самопожертвование. Можете искренне надеяться, что именно с вами такой тип мужчин изменится. Именно ради вас он поменяется. Вот, такое вот. Так. В чем это? Какая вы? Длительное время при этом изо всех сил можете стараться эту ситуацию какую-то, в которую вы попали, знаете, сами создаете, отчасти сами, да, потом усердно можете преодолевать эти трудности, вами же и созданные. Держите баланс. Может быть, стараетесь, понятно, ссор из избы не выносить, даже это не афишировать, не озвучивать. Кто-то надеется, что так само рассосется, кто-то до последнего надеется, что мужчина то ли изменится, то ли формат отношений как-то поменяется. Тут вот как-то так. Баланс вот этот, который вы стараетесь удержать, может быть, недостаток этой, не знаю, любви, внимания, заботы в взаимоотношениях с мужчиной вы пытаетесь компенсировать, где-то взять в другом месте. Я имею в виду не в том плане, что какие-то на стороне романа, а в том плане, что где-то уходите там, в какую-то реализацию, может быть, карьеру кто-то. Но тут все равно, как будто бы, вот если с мужчиной плохо, а тут не особо, скажем так, весело и хорошо, то это же сфера, провал в этой сфере в личной жизни, это накладывает отпечаток на все остальные, на другие сферы жизни. Можете переживать, там, находясь на работе, там, понятно, переживаете за поведение мужчины, за его какие-то проявления, его агрессию, опять-таки, поэтому там, и в работе могут быть косяки какие-то. Так, тут коллектив какой-то женский, я уже не знаю о чем. Тут может быть трудовой коллектив. Тут несоответствие. Вы как будто бы из одного мира, а эти женщины, то ли у них в этом коллективе их какие-то то ли моральные принципы, то ли в принципе они объединены какой-то одной, может быть, не обязательно там идеей, как будто бы у них философия своя, восприятие мира,
одно, а вот тут диссонанс. Видите, карта. Женская головка замечательная, длиннющая, несоизмеримо шея. Как бы вы ни старались в какой-то коллектив вписаться, влиться, вроде иногда получается, и считываете ощущения. Вроде бы неплохо. Есть люди, с которыми я могу там быть, ну, откровенной. Или в принципе, может быть, даже доверять. Раз только расслабились, да, и в один тот же, ну, как в один прекрасный момент тут получается как будто бы озарение, прозрение. А нет, все равно, я там как инородное тело, все равно почему-то, ну, несоответствие, диссонанс. Ну, другими словами, вам идти другой дорогой. Другими словами, на время, может быть, вас что-то и объединяет общее с этими людьми. Знаете, как вот на время спутники сходятся, им по одной дороге идти. А потом рано или поздно, а тут рано. Тут, скорее всего, уже не первый раз у вас звоночки были, говорящие о том, что ну, вам не совсем по пути с этими людьми. У них другое, ну, повторюсь, мировоззрение, восприятие, цели в жизни другие. В принципе, у каждого из нас своя дорога. Тут вот как будто вас подводит к тому, что что-то тут не ладится в коммуникациях. Тут именно женский коллектив какой-то. Давайте я доложу, о чем это. Тут и карта, говорящая о том, что как будто бы вам плохо. Тут и разочарование. Может быть, тут разного рода разочарование. Вплоть до того, что прикладываете усилия для того, чтобы в этот коллектив влиться, почувствовать себя своей, ну и все равно расстроены, не получается. Эти усилия как будто бы идут прахом. У кого-то материально, опять-таки, если это трудовой коллектив, да, назовем это так, какие-то отношения, ну, то же самое, понимаете, заработок вообще не тот, который бы вы там хотели. Может, карьеру именно той не можете построить там. Чем это? Ну, тут влияние третьих лиц. При этом интересно. Так. Ну, смотрите, какие-то карты такие интересные. Но вот это сочетание. Почему вам в коллективе в этом или во взаимоотношениях, в попытках выстроить коммуникацию, почему вам тут вот так дискомфортно? Тут ребенок плачет, содраны эти коленки, разорваны штаны. Другими словами, где-то ожидания ребенка, да, они как будто были наивны отчасти. Ну, давайте брать ответственность за себя, да, за собственные поступки, за собственное мировоззрение где-то, да, тут как будто бы, ну, повторюсь, столкновение разных миров. Вы другая, вы совершенно другая. И тут вот эти третьи лица постоянно как бы оказывают это влияние. С одной стороны, карта род, это может быть на время ощущение, вы сроднились. Это может быть подруги, это может быть ощущение, да, женский коллектив какой-то. В принципе, женское сообщество. На время, повторюсь, вы можете почувствовать себя, вот, карта род, причастны к этому всему. А потом карта выбор. Вам дают выбор. А вы, ну, то ли пока не нашли своего пути, до конца не знаете, как что-то же сепарироваться от них. Или хотели бы. Тут луна, тут туман, неопределенность. Понимаете, что не все так идеально, как хотелось бы. Может быть, уже даже не хочется вам тут в этом коллективе ничего никак проявлять себя, прикладывать усилия. Потому что тут карта баланс, я думаю, вы тут как балерина стоит в этих пуантах, да, пытается этот баланс удержать, то вы уже длительное время. Тут и в личной жизни этот баланс пытаетесь удержать. Тут во взаимоотношениях опять с какими-то женщинами, с каким-то коллективом. И карта диссонанса, она не получается, как будто бы высшие силы вам все равно показывают, иди ищи свой путь, свое призвание, реализацию. Это все не тут, это не с теми. Ну, Луна говорит о том, что очень много тумана, неопределенности, очень много вопросов, очень мало ответов, да. Только какое-то внутреннее вот такое ощущение, как будто бы все не совсем так, мягко говоря, развивается, как хотелось бы. В планах, в мечтах все хотелось бы, чтобы было по-другому. Такая сигнификация ваша, девочки, у меня сейчас. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, кто что творит за вашей спиной? Кто вам выскакивает тут прекрасный у меня павлин самовлюбленный. Так, ладно, не будем притягивать.
ни павлинов. Так, ни вампиров. Так, кто? Так. И что творит за вашей спиной? То есть то, что от вас скрыто. Даже эротически возьму. Кто и что творит за вашей спиной? Кто творит за вашей спиной? И что этот человек творит за вашей спиной? Кто творит и что творит за вашей спиной? Кто творит и что творит за вашей спиной? Прям рука тянется, хотелось бы взять эту колоду. Ой. Так, кто творит за вашей спиной? И что творит за вашей спиной? Начинаем. Кто же? Что творит, вытворяет за вашей спиной? Карты все летят. Карты, карты. Кто? Ух ты, женщина у меня вышла, которая подглядывает. Так, женщина. Господи, тут соперник какой-то. О чем это вообще? А тут несколько людей за вашей спиной что-то творят. Фу-фу-фу. Так. Ну, давайте так. Какая-то женщина привлекательная, харизматичная, энергетически наполненная. Женщина-муза. Давайте я уточню, это больше характеристика женщины или это очень часто на вас эта карта выходит на самом-то деле? Сейчас я уточню. Это вы? Да нет. Это соперница какая-то. Освобождение. Это кто вообще? Подруга? Знакомая ваша? Нет. Коллега по работе? Вау, это коллега по работе, девочки. Так, тут коллега по работе. Она же, тут карта письмо, пыталась то ли набиться вам в друзья, то ли, знаете как, формально, номинально она числится типа ваша подруга. Но она по ангелу и демону, она может проявлять негативные свои какие-то качества, может даже пытаться вас там задеть, обидеть, обесценить. Может и как-то позитивно. Тут и ангел, и демон. В зависимости от того, может быть, какое у нее настроение или там мотивы какие-то у нее может меняться, поведение ее, она может к вам проявляться. Ну, по карте змея, скажем так, женщина, она не глупая, но тут и коварство, и хитрость, и может укусить, и ядовитая, может быть, токсичная. За вами смотрит, следит. Мы смотрим же, кто и что творит за вашей спиной. Тут за вашей спиной набирают, может быть, информацию о вас, следят, анализируют ваши поступки. Так. Сейчас буду смотреть еще о чем. Это мы вообще-то смотрим не что она творит за вашей спиной, а кто это. Это человек, у которого, опять-таки, она энергетически довольно-таки наполненная. В принципе, женщина яркая. Но тут как будто бы у нее провал сейчас в личной жизни. Какие-то шансы в личной жизни были, профуканы, да, давайте так скажу. Может быть, и именно по этому поводу у нее тут какая-то запара. Состояние сродни карте повешенной, жертвенная какая-то ситуация.
в личной жизни провал. Тут еще идет самобичевание, может быть, собственные какие-то поступки. У кого-то элементарно понимает постфактум была возможность с мужчиной выстроить взаимоотношения, ну, то ли с ее какие-то проявления были. Раз самобичевание, то себя корит в том, что где-то не смогла, не удержала, может быть, с ее стороны какие-то были подлости, предательства, манипуляции, да. Так, соперник царевна. У кого-то прям мужчина мог уйти. Так, из семьи, да. Давайте так, царевна. Так, о чем это? Соперник, это о чем? Сила. Она сама по себе очень сильная, короче, и очень боится соперничества, в том числе, может быть. Так, карта царевна. Ой, она вас воспринимает, скорее всего, как... Ну, если это мы посмотрели, это коллега по работе, она могла какое-то время воспринимать вас, ну, довольно-таки как сильной соперницей, может быть, где-то переживала, там, если это с карьерой связано, можете ли вы ее подсидеть или нет, при этом как будто бы она анализировала, что у вас в личной жизни лучше, чем у нее. Вы можете себе позволить, там, может быть, какой-то уровень жизни, который... но она себе не может позволить. Опять-таки, если знает, что вы увлекаетесь тут эзотерикой, может подозревала, что вы там, вплоть до того, что там эзотерика, психология, вы какие-то можете применять знания даже. Ну, не в том плане, что там магически вы там что-то на нее наведете, порчу. Нет, тут как будто бы она ваши сильные стороны, в том числе она воспринимает там возможность применять знания, полученные там, не знаю, если увлекаетесь психологией, опять-таки отсюда, она это как в копилочку вам, плюсик, в карму вам. Но тут соперничество и желание где-то показать, доказать вам, что да нет, я сильнее, тут карта сила. Соперничество, и у нее какие-то тут прям моменты такие в поведении, чуть ли не мужские какие-то такие. Не знаю. Мы выяснили, это ваша коллега по работе. Так, еще что творит, потом посмотрим. А кто, мы уже выяснили, да? Еще кто это мужчина? Король мечей. Мечей, с которым, может быть, ваши пути дороги разошлись, рядышком с ним карта ложится пятерка мечей. То есть мужчина сам по себе тут больше на себе зациклен, на каком-то мужском общении, времяпровождении, может быть, больше времени там в окружении именно мужчин, да, повторюсь, проводят. Решительный довольно-таки, где-то зациклен, повторюсь, на работе, на карьере, самореализации. Рядом с вами мог проявить себя очень некрасиво. По пятерке мечей. Предательство, манипуляция. Причем тут сам вытворил какую-то дичь. И у самого же голова от этого всего болит. От какого-то поступка, поведения. Мог дистанцироваться. Сердце было разбито, кстати. Мог вам разбить и себе разбить. Но уже по четверке мечей как будто восстанавливается. Может быть, даже вот эта его попытка дистанцироваться на вытянутую ручку тоже своего рода как спасение для него. Так, этот мужчина, если он и женат, допустим, есть детки, карта уединения, то есть как сродни, ну, не знаю, тут не обязательно отшельник, тут без этого такого подтекста мудрости. Тут, в принципе, он привык быть одиноким одиночкой. Но у кого-то золотая клетка, выбрал, если это брак, союз, то тут больше, не буду говорить исключительно по расчету, но меркантильные какие-то моменты присутствуют. У кого-то это элементарно его зона комфорта. Да, давайте не обесценивать, если мужчина там работал, вкладывался всю свою жизнь, там, какие-то взаимоотношения, материально выстраивал что-то, то тут он как заложник этого всего получается, да. Нет ни желания, ни у кого-то и возможности, наверное, нет до конца, да. Ну, желание, наверное, в первую очередь.
бросить, разрушить это все и, может быть, создавать с кем-то новое что-то. Золотая клетка, где-то как заложник этого всего, этой же золотой клетки, этого образа жизни. При этом одиночество как выбор тут, осознанный даже выбор какой-то. То есть он может быть в семье, рядом детки, там супруга, но он как одинокий. И одиноко себя там ощущает, и в принципе, может быть, даже сам прикладывает усилия для того, чтобы там отстраниться, где-то больше времени на работе проводить. Тут такой тип. Даже осознанно не хочет, может быть, лишний раз привязываться или что-то такое. Не хотел бы в личной жизни даже проблем не хотел бы, может быть, не хотел до конца это все прояснять, эти проблемы, озвучивать. Вот тут такой товарищ. То есть двое людей, я вижу, коллега по работе женщина, сильная, какая-то такая хваткая женщина, которая старается то ли власть удержать, то ли в принципе ничего не упустить. В личной жизни у нее раздрай. Вас видит как конкуренткой своей, пытается самоутвердиться, доказать, что она лучше. И мужчина, я уже тоже озвучивала его характеристику. Король мечей, холодный, рассудительный, эмоции старается брать под контроль. Давайте теперь посмотрим, что же эти люди творят за вашей спиной. Но они не вместе, это не факт, что это вместе пара там. Так, о чем это? На прямых смотрим. Сейчас я выложу и буду докладывать тут. Ну вот уже женщина пошла конкретно. Мстительность. Белая ворона. Тут творят за вашей спиной. Давайте так. Вот тут сразу тут прям вырисовывается мне, что женщина за вашей спиной. Если за что-либо ей есть, в отношениях с вами, там, да, месть какая-то, она сама по себе очень мстительная, может время выжидать, потом воспользоваться каким-то моментом и вот нанести вам удар. При этом будет подчеркивать будто бы вашу инаковость по белой вороне. То есть где-то осознанно будет умалчивать там ваши достижения, умалчивать в разговоре с кем-либо, да, о каких-то ваших достоинствах, а будет делать акцент на том, что, знаете, типа, в чужой монастырь со своим уставом не лезь, а вы тут как будто бы вот там где-то что-то сказали там, да, или как-то вы так себя повели. То есть вот это вот будет раздуваться, вот эта тема вашей инаковости, вашего, даже, может быть, некомпетентности. Тут тоже об этом. Так, при этом вы, кстати, можете даже ей сейчас и доверять, этой женщине. Может, не в полной мере. А тут карта наигранная святость. Вот в один момент человек сбрасывает эту личину. Видите, тут под одеянием монашки вскрывается сущность такими клыками. То есть аккуратно, девочки, эта женщина где-то, что-то, она тут за что-то, она вам может отомстить. Хотя вы там можете думать, господи, да что я ей сделала? А вы даже можете не подозревать, где вы перешли дорогу, или она чувствует угрозу какую-то от вас. Не знаю, девочки. Может быть, элементарное желание там напакостить вам даже. Кто-то вас похвалил, да, а ей это в моменте неприятно. Плюс в сочетании она 100% думает, что у вас в личной жизни лучше, чем у нее. Может, она думает, что вам все с неба падает, да, у вас какие-то шансы в жизни там даются или давались, те, которые ей кажется, она должна добиваться этих шансов, там пахать на, уже не знаю, там внеурочно на 3 работах каких-то, да, но вы же не озвучиваете тоже, чем вы занимаетесь там, и может. А вы еще на 4 работах работаете, да? Ладно, вы поняли смысл, да? Что в чужих руках всегда все намного ярче, красивше. Вот тот случай как раз в ее случае, тавтология, это как раз тот случай, да? Так, желание, вот тут карта башня и карта императрица. Разрушить, с одной стороны, ваше какое-то, тут уже не знаю,
может, видение вас, да, вашу репутацию даже. Может быть, даже по императрице, я так это считаю, показать, насколько она, опять-таки, ресурсней, успешней, насколько она может быть даже прагматичней, практичней, насколько она выгодней, если это начальство там какое-то, если это в коллективе коммуникация, вот как будто бы желание где-то вас, как его сказать, ну даже не очернить, а вот как будто бы могут говорить о вас что-то хорошее. Она, да-да-да, конечно, и в конце так вот в ложку, как это сказать, в бочку меда ложечку дегтя, да, так вот добавить. Ну вот так. Так, девятка мечей. Это ее карта, сейчас я спрошу. Ну, тут параллельно просто сейчас такой период, у нее проблемы в личной жизни. Тут как будто бы она расстроена. И наряду с этим, может, где-то вы там что-то скажете, там, если вы замужем, у вас все неплохо, или наоборот, там, переживания какие-то любовные, но надо понимать, допустим, что есть мужчина, который дорожит вами, или у вас перспективы какие-то. Вот тут вот у нее такое желание, у меня хреново, чтобы и у вас было то же самое. Но так как она на это особо повлиять не может в личной жизни, да, то тут может просто тень на плетень бросать, да, гадить по маленькому, если можно сказать так. Где-то, опять-таки, это мнение о вас, такое как будто бы расшатывать, да, допустим, где-то вот при малейшей возможности может там уколоть, поддеть, вот так вот как будто бы. Вот. У меня проблемы, надо, чтобы и у тебя были, а тут ты слишком как-то хорошо себя комфортно чувствуешь. Вот так. Тут аккуратней, тут как вы идете по тонкому льду, этот человек вам в любой момент готов поставить подножку. При этом она знает вас хорошо уже, она ваши какие-то, знаете, как вам сказать, она изучила ваши, может быть, какие-то моменты, где вас можно задеть, в чем вы уязвимы, ранимы. Тут вот эта женщина, она психолог неплохой, она как будто бы разложила по полочкам, она прекрасно уже знает ваши слабые места. Мне так идет, девочки. Так, за мужчину теперь смотрим. Мужчина за вашей спиной, что творит за вашей спиной? Ну, в идеале, конечно, ему бы очень так хотелось, чтобы вы сами проявились, да, и он тут сделал такое отрешенное, удивленное лицо. Боже мой, это так неожиданно для меня. Хотелось бы, чтобы, видите, карта ключик и рядом карта лотос. Вы проявились, вы как-то, может быть, даже этот ключик ему сами в руки дали. Как-то человек тут уже какое-то длительное время мечтает. Смотрите, карта паук и муха, да, заполучить вас, заполучить, ну тут не просто, а ему важно очень, чтобы вы к нему начали испытывать вот такие какие-то нежные чувства, которые, может быть, были в прошлом. Тут карта баланса, да, сейчас, может быть, он считывает вас где-то не заинтересованной особо, женщина, которая не проявляется, женщина, которая держит этот баланс, может быть, в личной жизни, там, карьера, реализация, там, разного рода, может быть, общение с друзьями, подругами. У вас тут карта баланс, как будто бы вы стали более уверенной, может быть, четко со стороны, ему кажется, четко понимаете, что для вас в приоритете. А ему так хотелось бы, чтобы, допустим, какую-то вот эту энергию, которую вы на себя направляете, на свою тут, ну, жизнь, улучшение своей жизни. А ему так бы хотелось бы, чтобы как будто фокус сместился на него. Ну, другими словами, что он творит за вашей спиной,
Тут какие-то планы продумывает, как вас в эти сети заполучить. При этом я не могу сказать, что это тут что-то прям плохое он хотел бы, повторюсь. Ему хотелось бы, чтобы вы тут влюбились в него нежно, искренне. Вот тут вот искренне как-то так. Ему не сколько важно там даже, тут какие-то, я не знаю, там сексуальные ваши взаимодействия. Тут очень важно ему как будто бы сердце, душу вашу заполучить, да. При этом очень важно, чтобы вы сами проявились. Бы от вас эта искренность шла. Ключик. Может быть, ключик как подобрать. И он тут всячески как подчеркивает, смотрите, вот эта карта, это карта нежных таких эмоций, которые возникают у нас там в 14-15 лет. Это чистота помыслов. И лотос, это тоже карта чистого чего-то, такого, с другими словами, где-то он вас очень выделяет, и взаимоотношения с вами он ценит. Тут есть какое-то такое понимание того, что это дар какой-то, но при этом человеку очень бы хотелось, повторюсь еще, чтобы инициатива от вас была, шла от вас. Так, и я так и не поняла, что тут у нас, что ты тут творишь, что планируешь, что какие-то как сети заполучить. И ключик от сердца женщины получить. А как ты это все, планируешь, такая, что за спиной ты творишь? С ума сходит. Карта князь и карта сущность. Ну, смотрите, карта шанс, клевер, да, князь и сущность. Тут у человека могут быть навязчивые какие-то идеи, сны, планы какие-то строить. Планы по поводу того, как с вами эти шансы взять, реализовать. Но тут прям по вот этим картам тоже можно так это прочесть, знаете, это как какая-то оторванность от реальности. То есть человек живет как в двух параллельных мирах. С одной стороны, карта князь, это мужчина, может быть, уже у кого-то вообще женат, у кого-то это уже налаженный какой-то свой ритм жизни, свое, в принципе, уже какое-то дело. Как будто бы жизнь идет своим чередом. Тут свои какие-то ценности, приоритеты. Может, выживает в этом мире как может, да, как считает нужным даже. И при этом он понимает, что а вы другая абсолютно. Тут как будто бы, вот, повторюсь, вот миры ваши, они вот соприкоснулись, но они в то же время абсолютно разные. Но ему бы так хотелось, чтобы вы присутствовали в его жизни. Я думаю, он до конца еще даже не понимает, не знает, как. Тут своего рода как борьба с самим собой, карта сущность. Даже человек до конца не понимает, как он хотел бы, чтобы реально вы проявились в его жизни. Он понимает, что хотел бы искренности, хотел бы, чтобы вот какой он вас, допустим, знает, помнит. Тут много раз чистота, наивность, детскость какая-то такая, доверчивость. Вот прям ему этого очень не хватает. Параллельно идет, как, может быть, даже сравнение с другими женщинами. Ему не нужно от вас каких-то там, знаете, проявлений, каких-то таких, знаете, как, я даже не могу сказать, фривольных, даже тут не сексуального характера. Ему очень важно осознать, что он в вашем сердце, что вы очень дорожите им, что влюблены, вы тут вот такое, вот ему вот этих вот эмоций не хватает. Ну так, а что ты планируешь? Отторжение, подчинение. Я спрашиваю, что ты планируешь? Тут непонятно, девочки. Карта отторжения, подчинения. Я не хочу ей подчиняться. Типа, я не хочу сам первый проявляться. Тут вот, другими словами, ты будешь подстраивать, чтобы женщина сама проявилась. Тут карта крысы. Как-то вот подлинно он хочет так как-то выкрутиться, скрутиться. Может быть, как-то, если общие друзья, знакомые, если это рабочие взаимоотношения, человек будет как-то так подстраивать моменты, чтобы, допустим, он оказался в нужном месте в нужное время. Опять-таки, где-то может быть встреча там с бывшими или настоящими вашими там
сослуживцами, друзьями. Вот тут вот желание так все подстроить, чтобы оно как будто бы от вас даже исходило. Вот тут вот это вот, девочки. А сам будешь проявляться? Будешь? Отлично. Ну, смотрите, сам спрашиваю, будешь проявляться? Карта Земля, стабильность, карта ключик, попытается. Но тут же карта замок. Будет пытаться к этому замочку подобрать ключик. То есть будет пытаться. В ближайшее время? В ближайшее время нет. Тяжелая ноша. Это в перспективе. В перспективе он, кстати, будет пытаться, но карта подарок, он надеется, а может все сложиться совершенно не так, как он хочет. Потому что карта подарок — это подарок небес, но отсюда выскакивает злобный клоун. Может или долго пытаться, или вообще все получится не так, как он планирует, да, трудности. Ну, то есть вы сидите у кого-то тут, хотел сказать, в сердце, тут в печенках вы у кого-то сидите. У какого-то мужчины. При этом тут с его стороны какой-то эгоизм, гордыня и нежелание показать, что он в вас заинтересован. При этом четко, ясно и понятно не хватает ему вот тут какой-то заинтересованности от вас, включенности вашей. Прям вот для него очень важно ваши вот какие-то искренние, такие какие-то чуть ли не как наивные, наполовину какие-то детские, вот такие, может быть, восхищенные ваши взгляды, слова, вот искренность, вот это вот слово искренность от вас, вот этого ему нужно. Ой. Все, девочки, вот такой сегодня чудной расклад. Ну, что вышло, то вышло. Все, спасибо за то, что вы были со мной. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.